История кенгуру Руфуса могла бы закончиться очень печально, если бы в возрасте 8 месяцев его не спасли люди. Оставшийся без мамы кенгуренок был спасен рейнджерами и вскоре оказался в Patch Kangaroo Sanctuary, приюте для кенгуру в Бостоне. Владельцы приюта, Ким и Нил Хейвуд, согласились принять детеныша под свою опеку. Patch Kangaroo Sanctuary специализируется на помощи кенгуру, пострадавшим от травм или потерявшим мать. Здесь животные получают всю необходимую медицинскую помощь и заботу. Основная цель приюта – подготовить кенгуру к возвращению в дикую природу. Однако некоторые, как Руфус, навсегда остаются в приюте из-за неспособности адаптироваться к жизни в естественной среде обитания. Ким и Нил создают для таких кенгуру комфортные условия, чтобы они чувствовали себя в безопасности и были счастливы. С самого начала Руфус проявил необычные черты характера. Он любил общение с людьми и с удовольствием заходил в дом владельцев приюта, где быстро привязался к большому мягкому дивану. Когда Руфус подрос, его привязанность к дивану стала еще сильнее. Каждый вечер Руфус уверенно входит в дом через заднюю дверь и устраивается на диване перед телевизором. Он любит лежать, свесив голову с края дивана, и смотреть разные передачи. Особенно ему нравятся документальные фильмы о природе. Он даже активно реагирует на звуки животных на экране, словно обсуждая происходящее. Ким и Нил не раз пытались уложить Руфуса спать в другом месте, но безуспешно. Супруги даже предлагали ему виноград и другие лакомства, чтобы выманить с дивана. Но Руфус хитро съедал угощение и тут же возвращался обратно. Забавное видео, где Руфус сопротивляется попыткам уложить его спать, показывает, как он прячет голову в диван и наотрез отказывается уходить. Со временем Хейвуды смирились с тем, что центральное место на диване принадлежит Руфусу. Они стали просто отодвигаться, чтобы освободить ему место. Для защиты дивана от повреждений они накрывают его специальными чехлами. Руфус весит около 60 килограммов и иногда мягко подталкивает хозяев, если они садятся к нему слишком близко. А когда на диване становится по-настоящему тесно, Руфус начинает деликатно, но настойчиво расталкивать своих человеческих родителей и гостей, чтобы устроиться там поудобнее. Несмотря на это, Ким и Нил обожают своего питомца и готовы пожертвовать своим удобством ради него. Они даже предупреждают гостей, что место на диване занято их необычным питомцем. Кроме просмотра телевизора, Руфус любит играть с мягкими игрушками. Он носит их на диван и обнимает во время сна. Иногда он даже пытается убрать свои игрушки, аккуратно складывая их в угол дивана. Это зрелище вызывает улыбку у всех, кто его видит. История Руфуса и его удивительной привязанности к дивану стала очень популярной в интернете. Ким и Нил делятся фотографиями и видео своего необычного питомца в социальных сетях, получая множество сообщений поддержки от людей со всего мира. Многие люди следят за приключениями Руфуса и восхищаются заботой Хейвудов о нем. Руфус стал настоящим членом семьи Хейвуд. Его присутствие делает каждый день особенным и наполненным радостью. История Руфуса показывает, как забота и любовь могут превратить даже самого необычного и требовательного питомца в любимого члена семьи. Приют Patch Kangaroo Sanctuary, где до сих пор живет Руфус, также служит образовательным центром, где посетители могут узнать больше о кенгуру и важности их защиты. Ким и Нил часто используют необычную историю Руфуса, чтобы привлечь внимание общества к проблемам дикой природы и необходимости сохранения природных ресурсов. А сам кенгуру в это время с удовольствием смотрит по телевизору очередной эпизод своего любимого сериала.